Боже, какой салат нас сегодня ожидает. Это невероятный вкус. Столько дымка, копчености и хрустящая брюссельская капуста. Французская классика. 2 ингредиента, потрясающий вкус, потрясающая текстура. Незабываемый. Я подготовила копченый бекон. Достаточно жирный. Но секрет в том, что мы будем его вытапливать. Включаю поверхность и нарежу бекон на продолговатые кусочки. Вот такого размера примерно. Чем больше жирка, тем вкуснее. Французы называют эту нарезку лардоны. Нарезаем на лардоны наш бекон и отправляем на раскаленную сковороду для вытопки. В чем, собственно, секрет этого салата? Сейчас мы будем вытапливать бекон, который высвобождает нам ароматы копчености и вкусненького жира, солености и сладенькости нашего жирка поджаренного. Все крестоцветные, все семейства капусты обладают потрясающими вкусовыми и нутритивными качествами. Такого количества клетчатки, наверное, нет ни в одном овоще. Что касается брюссельской капусты, я ее почистила. Да, это трудоемкий процесс. Очистить брюссельскую капусту, очистить каждый лепесток, чтобы она была отдельно, требует времени. Занимает не так уж много, но усилия потрачены. Но я вас уверяю, это гораздо лучше, чем если вы ее нарежете на кусочки. Не ленитесь для себя. Сделайте так, как этого требует даже самый требовательный рецепт. А наш рецепт сегодня очень-очень прощает многое. Вот смотрите, прошло буквально 2 минутки, а бекон уже у нас значительно потаял. Ароматы стоят божественные. Все мои собаки прибежали и ждут. Ну, пусть ждут. Потому что бекон сегодня не для них. Мы часть жира сольем. Для тех, кто начал переживать, не переживайте. Пока я сделаю заправку. Заправку делаем, как мы делали и раньше. Классический винегрет. Все по чайной ложечке. Чайную ложечку уксуса, чайную ложечку горчички, чайную ложечку меда. Или сегодня я буду использовать сахарозаменитель. Помним, что нам нужен баланс 4 вкусов. Сладкий, соленый, горький и кислый. Здесь у нас они все соединены. Как быстро заправочка смешалась. Теперь я добавляю масло. Казалось бы, да, тут у нас бекон, а я еще масло лью. Но поверьте, оно того стоит. Пару-тройку минут, и мы можем его выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться таки от излишков жира. И на части оставшегося жира будем обжаривать нашу капустку. А пока вернусь к заправочке. Винегрет на сахарозаменителе. Класс. Соль, перец. С солью поосторожнее. Помним, что бекон у нас соленый. Но перца я люблю перец. Кладу всегда больше. И я добавлю буквально капельку лимонного сока, просто для того, чтобы вкус поднять на иной уровень. Бекон тоже у нас, пока мы с вами делали соус, приобретает золотистую прекрасную корочку. Но я хочу, чтобы она была еще более ярко выраженной, чтобы жирные кусочки у нас растаяли полностью и стали хрустящими. Если мы не выложим бекон на бумажное полотенце или на бумагу, он у нас станет, как это слово-то по-русски? Как это слово? Он у нас станет соги, как это называется? Клеклым. Клеклым или влажным. Влажным. Потеряет свою хрусткость. Вот, наверное, вот так. Если у вас есть желание и время, можно этот процесс с беконом делать и в духовке. Когда я бываю в Англии, особенно в Лондоне, там продается в некоторых магазинах бекон такими плоскими ленточками. Они выглядят как древесные щепки. Но это бекон. Это бекон, который запечен в духовке. Как я его делаю? Я выкладываю бекон на жарочный лист, на пекарскую бумагу.
Сверху я накрываю еще одним слоем пекарской бумаги и снова накрываю другим жарочным листом. Получается такой сэндвич, и между ними бекон. И ставлю в духовку на 200 градусов на 10-15 минут. Надо смотреть, какой толщины у вас бекон. И вы не поверите, насколько это хрустящий бекон. Он просто весь жир из него вытапливается, остается один вкус и хрустящая текстура. И вот этот бекон можно хранить в холодильнике, в герметичном контейнере и добавлять в салат, когда вы этого захотите. Но этот бекон обладает совсем другими качествами. Во-первых, он нам нужен для того, чтобы мы обжарили капустку, а во-вторых, с капустой слишком хрустящий бекон будет сильно контрастировать. Наша текстура будет более мягкая, более сочной. И вот метод обжарки дает злачинку. Сейчас я постараюсь вам показать, сколько у нас вытопилось жира. Кстати, что делать с этим жиром, который у нас остался от бекона? Я сохраняю. На этом жиру получается невероятно хрустящая картошка. Вот именно утиный жир и жир от бекона фавориты по своим показателям хрустящести. Картошка, капуста, грибы. Вот до такого состояния я обжарила бекончик. Сейчас отправляю его отдыхать. Все, бекончик я выложила думать. Сейчас весь жирок излишний впитается. Посмотрите, сколько жирка вытопившегося я отложила для хрустящей картошки. И теперь настает черед нашей брюссельской капусты. Небольшое количество жира. И верите вы или нет, я добавлю еще сюда немножко оливкового масла. Так будет вкуснее. И теперь наша задача на максимальной скорости приготовить эту капусту. Температура должна быть очень высокой. И капуста в какой-то момент где-то она будет обожжена до темно-коричневого, а где-то в центре она все еще будет сыроватая и хрустящая. Именно этого эффекта мы и добиваемся. Поэтому я сейчас ее не буду сильно мучить. Бекон у нас соленый. Попробую. Очень вкусно. Будешь пробовать? Все, капустка моментально. Посмотрите, какой она приобретает цвет. Ярко-фисташковый. Это говорит о том, что процесс приготовления идет успешно. Она уже сразу задумалась. Жир у нас тут вкусный, от бекончика, солененький. Он ее весь обволакивает. И сейчас я ее оставлю, чтобы на высокой температуре где-то она прям вот обожглась до коричневого. Когда я училась в кулинарной академии, мы изучали, конечно же, королеву всех кухонь, французскую кухню. И когда мой наставник, а он француз был, сказал, что французская кухня в основном состоит из овощей, я скептически ухмыльнулась. Для меня французская кухня это было много сливок, много сливочного масла, все жирное, невозможно взять в рот, потому что потом ни один зал не поможет избавиться от этого. И насколько я поразилась, что когда мы стали изучать французскую кулинарию, что действительно очень много овощей, различных корнеплодов, различных сочетаний. И это одно из первых блюд, с которым я познакомилась. Иногда я готовлю его и съедаю прямо из сковороды одна. Я очень люблю капусту. Горе тому, кто посягнет на мою порцию. Шучу, конечно. Вот такой цвет мы оставляем. Часть капусты еще зеленая, хрустящая. Часть у нас, как вы видите, здесь позолотилась, достаточно уверенно. И сейчас я добавлю соль. Моя солонка в своем репертуаре. Мне это уже нравится. И перец. Перец с капустой тоже любят друг друга. И перец с беконом любят друг друга. Перевыкладываю капусту. Капуста всегда мне нравилась своим ароматом. Но именно брюссельская капуста, согласись, обладает совершенно потрясающим, неповторимым, каким-то уникальным запахом уюта, любящего дома и обещанием, что все будет хорошо. Видите, как мало ее стало после обжарки. И теперь то же самое сделаю с беконом. Финальный штрих. Наш соус, который обладает сладкими
вкусами, кислыми и солеными, что будет объединять потрясающим образом все эти вкусы и текстуры. Итак, момент истины, но прежде чем я попробую, я добавлю немножко орешков. Это могут быть семечки. Орешки у меня это смесь из семян, тыквенная и подсолнечник, которые я люблю. Так жаль, что я не могу поделиться этими вкусами с вами. Это именно то блюдо, которым хочется делиться со своими друзьями, приглашая их к себе домой на обед. Это может быть гарниром для основного блюда, тушеной утки, тушеной птицы, или может быть свиной ножки, или бараньи корейки. И я думаю, что оно вызовет очень теплые эмоции у каждого, кто его попробует, и навсегда оставит этот момент в памяти. Мне бы очень хотелось, чтобы это было именно так. А с вами была Яра, и до новых встреч!